Принятый на днях закон об отмене повесток чрезвычайно опасен. Помимо всего прочего, еще и тем, что порождает в людях знатное такое искажение, которое может стоить им жизни. Последствия неявки в военкомат станут вполне ощутимы и болезненны. По новой норме речь идет о поражении в правах и даже о перспективе уголовного дела. В такой ситуации людям может показаться, что от проблемы нужно не бегать, а попытаться ее решить. Явиться в военкомат, пройти комиссию, собрать справки, как-то официально отбрехаться. Ну или в крайнем случае пойти уже и отслужить. Последствия от уклонения очевидны и неприятны, а вот риски от явки в военкомат очень сложно поместить себе в голову. Очень сложно осознать, что за тебя никто не отвечает, что никому нет дела до твоей жизни и никого не накажут за твою смерть. Просто на твое место поставят точно такого же, и он точно так же быстро помрет. Этот концепт на самом деле невозможно уместить в голове человека, который родился и вырос в современном мире. В мире, где жизнь — это самое главное, где всегда и все крутится вокруг безопасности, а любая смерть — страшный скандал с ощутимыми последствиями. Сколько бы роликов я ни записывал, и сколько бы вы их ни смотрели, в наших головах безответственность властей тоже не совсем помещается. И именно поэтому даже сейчас, когда государство явно изготовилось массово гнать людей на фронт, перекрывая выходы, многие ведут себя совершенно спокойно, будто ничего не происходит. Вот об этом искажении мы сегодня будем с вами говорить. О том, что эта война не просто кровь, ужас и кошмар. Помимо прочего, эта война — пропуск в совершенно иной мир. В мир, которого мы не видели и не знаем. Этот мир очень сложно представить, но сегодня мы попробуем его описать. Я редко прошу распространить ролик, но сейчас именно такой случай. Половина моих зрителей находится в России. Они видят и удивляются реакции сограждан на новые законы о призыве. Даже самых адекватных и все понимающих. Поэтому важно, чтобы это посмотрело как можно больше людей. Очень важно, чтобы люди поняли, что именно происходит сейчас с нашим мозгом и почему он не может признать реальность происходящего. Чем больше людей поймет, тем больше спасется. Чтобы объяснить, что я имею в виду, давайте для начала вернемся к осени прошлого года и вспомним первую волну мобилизации. Над мобилизованными первой волны принято как-то иронизировать. Вот взрослые мужики, казалось бы, мужики с образованием, семьями, детьми и работой, безо всяких ментальных отклонений. И вот они послушно набиваются в автобусы, где весело кутят, бухают, шутки шутят, будто им снова по 15, и автобус везет их в пионерский лагерь. Но мы же знаем, что автобус везет их не в лагерь, не на студенческий слет и не на шашлыки, а в морг. Они не дошколята, а зрелые люди с настоящей взрослой жизнью и кучей обязательств. Как они могли этого не понимать? Как они настолько легко отправились на убой? На самом деле здесь совершенно нет повода для издевок. Даже зрители моего канала, которые многое понимают об этой войне, вполне способны угодить в ту же ловушку. Ведь ход мыслей мобилизованных очень легко реконструировать. Никаких ужасов просто не может быть. Как это государство может собрать гражданских людей и повести их умирать? Понятное дело, что сейчас мы побегаем, постреляем на полигоне, а потом в самом худшем случае будем склад с тушенкой сторожить где-нибудь в Курской области. Государство же понимает, думает мобилизованный, что мне 50 лет, у меня пузо размером с небольшой холодильник и букет хронических заболеваний. Что я автомат последний раз в руках держал, когда Зеленский был в 6 классе. Государство же не может на полном серьезе считать, что я пригоден для передовой. Оно же понимает, что я там не протяну и недели. Какой из меня, солдат? Максимум отправят ящики грузить в тылу, да еще и денег заплатят. Ведь если меня кто-то засунет в окоп, и я там закономерно помру, то этого урода точно же накажут. Очевидно же, что совать меня в окоп — это преступление. Конечно, никто такого делать не будет. Так кажется любому человеку. Но невозможно же себе вообразить, что государство присылает тебе официальную бумажку с печатью и оформляет на тебя документы с целью убить. Оно же берет на себя ответственность за твою жизнь. Есть же официальные лица, которых уволят и посадят, если кто-то умрет от их раздолбайства или пострадает. Потому что так устроено любое современное государство. Если оно чего-то хочет от человека, если заставляет его явиться по адресу и куда-то увозит, то берет на себя обязательство обеспечить его безопасность. Смерть каждого человека в зоне ответственности властей – это ЧП и
Мы с вами живем в бюрократическом государстве, которое стоит на писанных правилах. Эти правила могут не соблюдаться, могут нарушаться, противоречить друг другу, но они есть. И к ним всегда можно апеллировать. Все эти правила вкратце сводятся к тому, что жизнь и здоровье человека – это высшая ценность. Что за человека всегда кто-нибудь отвечает. Не может человек в этой системе погибнуть или покалечиться так, чтобы это прошло бесследно. Да, в России нет независимого правосудия, которое стояло бы на страже этих правил. Зато есть бесчетное множество силовой и надзирательной бюрократии, которая друг с другом перманентно конкурирует и с большой радостью пойдет кушать и тех, за кем надзирает, и друг друга. Потому что в этом состоит их работа, отчетность и карьера. Где бы вас ни обидели, в чем бы ни нарушили права, как бы ни поставили вашу жизнь под угрозу, всегда найдутся люди, которые примут ваше заявление как у родного. Не потому, что им есть дело до ваших прав и до вас, а потому что отработать бумажку надо, прийти с проверкой, выявить нарушение, возбудить дело. Это то, чем они живут. И именно поэтому в государстве, в котором мы привыкли жить, не может быть ситуации, что кого-то как-то просто кинули умирать. Не то что умирать, даже травмироваться, даже чуть-чуть. Вот пример. Молодые люди такого уже не застали. Но вообще-то еще в конце 90-х в каждой российской школе была мастерская. Настоящая мастерская, с настоящими станками в широком ассортименте, от сверлильных до токарно-винторезных. В этих мастерских каждый день шли уроки труда, от 5 класса и старше. А потом, с начала нулевых и почти повсеместно ко второй половине, мастерские стали пропадать. Это не было какое-то централизованное решение Министерства образования, ничего похожего. Просто городские управления образования, а порой и просто директора школ вешали на двери мастерских большой амбарный замок и больше о них не вспоминали. Почему? Потому что если в вашей школе каждую неделю сотни детей взаимодействуют с промышленным оборудованием, то не в этом году, так в следующем какой-нибудь ученик обязательно уедет в травму, как минимум со сломанным пальцем. Он уедет в травму, а вы, как директор школы, поедете в прокуратуру объясняться за охрану труда и технику безопасности. При самом благополучном исходе к вам просто полгода как на работу будут ходить все на свете надзирающие ведомства, искать и находить нарушения. А вообще-то вполне реально и под уголовку попасть. Травмированный при любых обстоятельствах, даже трижды по собственной вине ребенок – это ЧП для любой школы, для любого департамента образования. Это то, что ставит на уши всю систему. То, что будут обсуждать на совещаниях, писать массу объяснительных, давать показания, лишаться премий, должностей, а в особых случаях и свободы. Ребенку снимут гипс, и через полгода он уже не вспомнит, как весело засунул палец в патрон токарного станка. Зато вся вертикаль взрослых, ответственных за его безопасность, запомнит этот инцидент на всю жизнь. Мы с вами живем именно в таком мире. В мире, где районная поликлиника может располагаться в аварийном здании с прогнившими стропилами и отвалившимися кусками краски. Вам могут хамить врачи, вас могут мариновать в многочасовых очередях, но там обязательно будет пожарная сигнализация, на стенах схемы эвакуации, в нужных местах огнетушители и пожарные гидранты. Да, во многом это театр безопасности. Да, пожарный выход будет закрыт, а кнопки тревоги отключены, чтобы дети не баловались. Но государство этим театрам дает понять, что оно за вас отвечает и не даст вам погибнуть просто так. Смотрите схему эвакуации. Все оформлено как надо, и ответственный за пожарную безопасность Иванов ГВ, указанный в углу листа, случись что, сядет. В самой ужасной поселковой маршрутке, в которой душа непонятно на чем держится и колеса вот-вот отвалятся, обязательно будет молоток, которым нужно разбить стекло в случае аварии. Да, молоток этот может быть наглухо зафиксирован суперклеем, чтобы не сперли. Но государство тем самым говорит: мы эту маршрутку проконтролировали. Мы взяли на себя ответственность за вашу в ней безопасность. Если что-то с вами тут случится, то будут люди, которые за это ответят. Вы не едете непонятно куда и непонятно с кем. Все известны по именам. Короче говоря, последние 100 лет как минимум абсолютно все государства, исключая совсем уж катастрофические, живут по простому принципу. Если кто-то трагически погиб, то кто-то должен быть наказан. В самолете, на дороге, в поезде, в школе, в торговом центре, неважно где, в рамках государственных границ за человека всегда кто-то отвечает. Всегда есть тот самый Иванов ГВ, чья подпись стоит на бумажке о том, что этот аттракцион в парке отдыха проверен. Он мог не проверить,
Мог плохо сделать свою работу, мог взятку за эту подпись получить. Но он взял на себя ответственность. Вспомним, например, трагедию в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Да, вся эта ужасная история про сплошную коррупцию. Да, ТЦ был построен из таких материалов, что горел как печь крематория. Но потом были вынуты все документы, все ответственные найдены и отправлены под суд. Потому что в коррумпированном государстве торговые центры могут строиться с нарушением технологии. Но не может быть пожара с человеческими жертвами, у которого нет правовых последствий. Ведь по документам здание соответствовало всем нормам пожарной безопасности. А значит, те, кто их подписывал, преступники. Гибель людей в современном государстве всегда не норма. Это всегда преступление, за которое кто-то понесет ответственность. Любой человек, родившийся в последние 50 лет, так к этому привык, настолько это для него естественное положение дел, что мозг не готов воспринимать, что бывает иначе. Если по пути к военкомату вы упадете в открытый люк, то об этом напишут городские СМИ, это будет обсуждаться в соцсетях, а начальник местного ГБУ жилищника пожалеет, что родился на свет. Но ровно в тот момент, когда вы переступили порог этого самого военкомата, все меняется. Потому что вы не порог военкомата переступили. Вы вошли в другую вселенную. Война идет почти 14 месяцев. Мы знаем, как она ведется. Мы знаем, что людей отправляют в мясные штурмы. Мы видели страшную бойню под Угледаром. А 10-месячный бой за Бахмут вообще сложно с чем-то сравнить. До такой степени безумно в нем расходуется живая сила. Люди бессмысленно гибнут по глупости и некомпетентности командования. Командование относится к людям как к расходному материалу и говорит об этом прямым текстом. Это все настолько общие места, что их озвучивают не только антивоенные спикеры из Z-канала. Информация пробивается и в официальные российские СМИ. Особенно если случается нечто уж совсем вопиющее. Например, вроде новогодней гибели самарских мобилизованных в ПТУ города Макеевки. В каковом ПТУ личный состав был размещен прямо вместе с боеприпасами, на радость операторам химарсов. Российских генералов кроют последними словами, причем кроют поименно. Но за все 400 с лишним дней мы не увидели ни одного случая, чтобы хоть какой-то высокопоставленный офицер был наказан, хотя бы отправлен в отставку. Конечно, гуляет миллион слухов о генералах, которые впали в немилость за свои провалы и были отстранены от командования. Но что это для них значит? Разве что меньше стресса и нагрузки. Они продолжат сидеть в своих огромных кабинетах, кататься на служебных машинах, получать огромную зарплату, воровать на всем, что не приколочено, и спокойно дожидаться своей генеральской пенсии на какой-нибудь тихой штабной синекуре. Ни один, даже самый вопиющий массовый случай гибели людей не был даже расследован. Равно как ничего и никому не стоил ни единый случай мобилизации совершенно случайных людей, не имеющих никакого боевого опыта, даже в далеком прошлом. Никому ничего не стоила отправка на фронт многодетных отцов, людей с инвалидностью. Неважно, насколько большой был скандал, неважно, сколько людей увидели слезное обращение мобилизованных, что их без подготовки и обмундирования гонят на укрепленные позиции. Вопрос с любым скандалом теперь решается очень просто. Скандалистов отправляют просто в новый самоубийственный рейд, из которого они не возвращаются. Очень многие сегодня легкомысленно относятся к законодательным новациям об отмене повесток именно потому, что не могут до конца отдавать себе отчет в существовании вот такой вот реальности, где с ними может случиться все, что угодно, где с ними могут сделать все, что угодно. Люди до конца не понимают, что с того момента, как они переступают порог военкомата, они перестают с точки зрения государства вообще быть людьми. Больше не получится жаловаться, качать права, писать в прокуратуру. Больше нельзя никого привлечь к ответственности за нарушение правил, потому что нет правил и нет ответственности. Чем отличаются знаменитые уже подвалы Донбасса, куда сажают скандалистов и отказников, от настоящей тюрьмы? В настоящей тюрьме могут происходить ужасные вещи. Там могут пытать, насиловать и даже убить. Но это все преступление, это все нарушение правил. С каждым новым запытанным и убитым местное начальство ходит по лезвию ножа, потому что в какой-то момент другие силовики захотят за его счет нарисовать себе палку. Возьмутся за это начальство, да и посадят его. Но когда человек оказывается на подвале, нет никаких условностей. С ним можно сделать все, что угодно. И это не будет нарушением, потому что нарушать нечего. Ему можно отрезать голову и записать как без вести пропавшего. Никто и никогда не найдет концов.
Я думаю, что абсолютное большинство моих зрителей никогда в жизни не видели труп. Разве что на похоронах. Потому что мертвый человек на улице – это катастрофа. Его тут же окружит полиция, скорая, место огородят, понаедет куча должностных лиц и журналистов. Весь район еще месяц будет обсуждать столь небывалое событие, даже если речь просто о несчастном случае на стройке. Путин ведет войну в таком формате, в котором трупы – просто часть ландшафта. На самых тяжелых участках фронта человеческими телами и их фрагментами завалено все, и никто их не вывозит. Вы считаете свою жизнь уникальной и неповторимой. Вы считаете, что ее просто так не отберут. Но вы попадаете в место, где такими же уникальными и неповторимыми усеяны леса и траншеи в несколько слоев. Где до них никому нет дела, потому что труп не может держать автомат и идти в атаку. А значит, он не более чем мусор. В наши с вами головы это невозможно уместить. Это все картины не из нашего мира. Именно поэтому многие столь легкомысленны. Потому что хоть 100 раз расскажи историю, как вагнеровцы за взятку купили мобилизованных у командира и принудили подписать контракт под страхом пыток и убийств, никто до конца это не осознает. Потому что невозможно представить, что это реально, что некто, взявший на себя за нас ответственность, просто продаст нас как живой товар. Это такая штука, которую легко рассказать, но невозможно понять и принять. В некоторых беднейших странах маленьких детей не регистрируют, потому что выживет или нет – это вопрос, а денежку по гарантии за оформление документов не вернут. Мы знаем, что такие страны есть, что это не байки, но мы, выросшие в системе, где жизнь ребенка самое дорогое, что вообще на свете есть, не можем себе представить, что где-то это чисто финансовый вопрос, что смерть ребенка не трагедия, а риск для кармана, который нужно минимизировать. Здесь то же самое. Мы не можем по-настоящему поверить и вообразить мир, где люди просто ресурс. Ресурс, который можно отправить умирать, можно обменять на деньги, прикрыть его смертью своей ошибки. Где человек может исчезнуть в никуда, где от него не останется ни строчки, где никто и ни в чем не будет разбираться. Это очень опасное искажение, которое многих людей может отправить в военкомат. Очень многие могут подумать, неявка грозит мне кучей неприятностей. От поражения в правах до уголовного дела. Нужно сходить, разобраться, в этом ведь нет ничего особенно плохого. Государство со мной не сделает ведь ничего плохого, не отправит просто так умирать. Так вот, отправят. И всем будет наплевать. Эту мысль сложно поместить в свою голову, но вы должны это сделать. Вы должны понимать, по внешнюю и внутреннюю сторону двери военного комиссариата речь не просто идет о разных мирах, речь идет о разных людях. По ту сторону ваша жизнь ничего не стоит, а тот, кто отправит вас на смерть, не просто не пострадает за это. Он не узнает, что вы вообще жили когда-то на свете. Я понимаю, насколько сложно это осознать. Как хочется чисто инстинктивно попытаться с бюрократическим государством поиграть в бюрократию. Бороться с ним его же методами. Жалобами, заявлениями, документооборотом. Но все это работает только здесь, только по эту сторону двери. По ту сторону просто смерть. Смерть без следов и без последствий. Обратной дороги через дверь может не быть. Спасения из того параллельного мира нет почти наверняка. Никто там вам не поможет. Вы можете помочь только сами себе. Не входите туда. До завтра.